Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, я еще раз напомню, что я начала постепенно рассказывать очень многое из того, что связано с проклятием человека, с печатью на человеке, потому что не все человеку наведено и сделано. Очень многое человек получает до рождения или после рождения, да, и это не зависит от его желание это получить, либо нет. Чаще всего у него это не спрашивает никто, он уже с этим рождается и мучается всю жизнь. В данный момент просто хочу показать вам Луну, как она выходит из-под облаков. Она уже начала уходить на убыль, и всем стало легче наконец-то. Жуткое было, да, новолуние черный Лилит с черным ободком Луны. Итак, есть такой момент, это можно назвать печатью, но это называется проклятие черной крысы. Все вы знаете, что крысы есть такие особые, скажем так, крысиные натуры. То есть среди крыс встречаются такие непонятные, скажем так, их племени и роду особи, которые съедают своих детенышей. Но есть африканская черная крыса, которая обязательно съедает своих детенышей. Когда у этой крысы рождаются детеныши, значит, они должны от матери спрятаться. У них такой некий инстинкт. Они прячутся несколько часов, пока у нее вот эта вот послеродовая депрессия, вот эта вот одержимость, вот это состояние злобы проходит. Когда это состояние злобы проходит, она начинает их кормить, она начинает за ними ухаживать, смотреть. В общем, начинает их воспитывать и защищать. У нее появляется материнский инстинкт. Но временами эта крыса может свирепеть, опять же, накинуться на своих крысят, на своих деток, да, и сожрать. Считается, что вселяется некий черный дух в животное, заставляя питаться своими же детьми. И вот проклятие черной крысы приписывают определенным женщинам. Я уже говорила про материнское проклятие. Я уже объясняла, что это такое. Можете открыть, посмотреть. Я уже говорила про то, обязаны ли мы своей матери рождением, и насколько мы обязаны, насколько мы должны ей позволять, насколько нет. Но вот этот вот синдром черной крысы или проклятие черной крысы – это особая сторона материнского инстинкта или отсутствия инстинкта, о которой я хочу с вами поговорить. Считается, что вот эта черная сила, это черный дух, который вселяется в крысу и заставляет убивать своих детей, что этот черный дух иногда вселяется в девочек, которые рождаются в определенные фазы Луны. Точно не указывается, в какие фазы, но считается, что они либо носители проклятия своего рода, либо они рождаются, в общем, уже проклятые, либо они рождаются в определенной фазе Луны, когда черные духи особенно активны. И эти женщины обладают вот как раз этим синдромом черной крысы. Дорогие друзья, это особый вид матерей, в кавычках. Это женщины, которые молодятся за счет своих детей. В Африке, например, таких женщин сторонятся. Как только находятся подобные личности, которые подлечиваются, которые уничтожают просто свое потомство, от таких женщин стараются уходить подальше, от таких матерей, снимать отдельный дом, отдельную квартиру. Это женщины, которые не оставят в покое, пока не уничтожат жизнь своего ребенка.
Были такие случаи, когда женщина настолько довела своего сына, что он с сердечным приступом попал в больницу. И когда родственники поняли, сходили к какому-то колдуну, и тот запретил матери вообще приближаться к сыну, сказал, что в ней сидит этот дух черной крысы, и она хочет всеми силами сожрать свое потомство, энергетически сожрать. Я думаю, понимает, что дело не в каннибализме. И что ее ни в коем случае нельзя допускать до сына. И вот родственники просто стали обороной и начали дежурить в больнице, чтобы мать не допустить до своего сына. И говорят, что у нее случился просто приступ одержимости, когда она кидалась на них, кусала их и пыталась всеми силами ворваться в эту палату, чтобы увидеть своего сына. Вот до такой степени доходило это свирепство внутри женщины. Это женщины, в которых реальная одержимость. То есть эта одержимость никак не проявляется в обществе. Она может быть очень достойная женщина, она может быть учительница, она может быть бухгалтер, она может быть руководящая женщина. Как правило, это женщины властные, сильные, интересные, интеллигентные. С ними есть о чем поговорить. Они влюбляют в себя всех окружающих своим просто поведением, своими умозаключениями и так далее. Но это женщины, которые никогда в жизни своим детям не дадут жить. Это не материнская ревность. Они подлечиваются за счет своих детей. Они доводят своих детей до такого исступления, до такого состояния, что их просто трясет. После чего у этих женщин появляется румянец. Они выглядят молодо, до седин самых, знаете, таких глубоких. Они выглядят бодро, они здоровые, они не болеют ничем, они любят себя, они любят ездить, отдыхать. То есть они о себе заботятся, они покупают себе вещи красивые и все такое. Дети могут как бомжи ходить в школу, но у нее прическа, у нее маникюр, у нее педикюр, все как положено. Эти женщины подлечиваются на своих детях. У этих женщин, то есть у детей этих женщин, жизнь не состоявшаяся. Практически все разведены и не раз. Дети, рожденные, разбросанные по разным женам, если это мужчины. Это, как правило, либо пьющие мужчины, либо женщины, которые всю жизнь пытаются самореализовать себя, но не получается. Мать этого не допустит. Она родила этих детей как заложников для того, чтобы за счет них молодить себя. Она будет омолаживаться за счет своих детей. Она будет ездить к ним, устраивать скандал. Бесполезно угодить этой женщине. Вы можете этой женщине покупать подарки, отправлять деньги, возить куда-нибудь, спрашивать, что ты хочешь, мама, вот что тебе хочется подать. Это бесполезно. Все закончится скандалом, все закончится проклятием, чтобы вы были прокляты. Зачем я вас родила? Да вот я могла бы свою жизнь устроить, я могла бы хорошо жить, я бы вышла замуж, я отдала всю свою жизнь вам. Если это дочери, она будет внушать своей дочери просто до болезненности, что она уродлива, что она дура. Каждое слово: да ты дура, ты бы заткнулась, да кто на тебя вообще посмотрит, да кому ты интересна и нужна, да какой нормальный мужик с тобой будет жить. Вот, планирование постоянное, четкий план ставить. Знаете, вот как бы четкое напутствие, программу внедрять как чип в голову. Ты никому не нужна. Ты все равно придешь ко мне. Ой, да ты-то моя дурочка толстая, уродливая, господи, в кого ты так пошла? Я-то была такая красавица, прям даже не верится, что ты моя дочь. Вот. Унижение всенародное, откровенное принижение при людях обязательно, чтобы ее трясло, чтобы она плакала. Обязательно не забыть ставить в конце:
Это я, желая вам добра. Какая мать не хочет счастья своим детям? Это вот дежурные фразы, которые постоянно звучат. Это сказано и дочери, и зятю, и детям. Это шпионы и внуки, которые должны шпионить за отцом, за матерью, все докладывать. Она им будет платить деньги. До того момента, пока эти дети полезны. Когда эти дети уже вырастут и будут защищать своих родителей, теперь она будет жрать этих детей. На кого вы похожи? Да в кого вы уродились такие? Да будьте прокляты! Да как вы можете свою мать вот так вот обидеть? И так далее. Это не просто контроль. Это абсолютное подавливание личности, это принижение достоинства, это целенаправленные удары. Ты все равно приползешь. Да кому ты нужна? Все равно у тебя ничего не получится. Опять ты делаешь ошибку. Опять ты меня не слушаешься. Потом радостный такой ехидный смех. Ну что, я ж тебе говорила. Я же тебе сказала, да я же тебе предупреждала, ты меня не слушала. Дорогие друзья, внутри этих женщин живет вот этот черный дух крысы, как говорят африканцы. На самом деле это свирепая сущность, которая питается вашими страданиями. А я уже говорила, что сущности нижнего астрала, то есть сущности, которых мы называем бесы, да, принято так называть, это низменные демоны, которые на самом деле не обладают ни властью, ни силой, ничем. Но у них есть способность выкачивать с людей вот эту энергию постоянно. Энергию боли, энергию страданий. Довести до трясучки и питаться вот этой энергией. Эта женщина, пока не доведет до трясучки всех, она не успокаивается. Она будет травить сына, мужа, она будет настраивать против друг друга. Они подерутся, чуть ли не ножами будут кидаться друг на друга. После этого ей хорошо. Я пойду посплю. Мне что-то... Я устала. Я пойду фильм посмотрю. Вот как не бывало. Дома война. Она... Все, хватит, успокойтесь, я пойду. То есть она это устроила. И тут же одним махом закончила и пошла спать. Она получила эту энергию. Вот этот заряд энергии получила, и все, больше вы ей не интересны. Она пошла спать. Такие матери очень опасны. Они доводят до смерти. У таких матерей много смертельных случаев детей. Причем смерть, инсульт, инфаркт, вешаются. Вот история, которую недавно я посмотрела, и я поняла, что вот это как раз про тот синдром, про бывшую жену Валентина Гафта. И дочь, которую она довела до сумасшествия. И соседи говорят, что она пыталась вешаться несколько раз. Мать ее упекала в дурку, принижала, закрывала дверь, не пускала ночью ночевать. Она могла просто ее за шкирку взять и вытолкать на улицу, в подъезд и сказать: пошла вон отсюда, иди к своему отцу, терпеть вас не могу, ненавижу вас всех, чтобы вы все сдохли. Вот она швыряла, значит, дочь, закрывала дверь и шла спать. И она, бедная, всю ночь ночевала в подъезде, или соседи ее забирали к себе. И они говорили, что она настолько была загнанный человек, что, будучи талантливой, умной, красивой девушкой, просто не хотела жить. И в школе она пыталась оставаться как можно дольше, чтобы не идти домой. Вы знаете, в чем парадокс? Что после ее смерти, после того, как она покончила с собой, мать через некоторое время умерла. Ее похоронили рядом с ней, бедная. Теперь еще на том свете ее в покое не оставит. А почему она умерла? Энергия топлива закончилась. Такие матери от вас никогда не отстанут. Они будут ходить по пятам. Они будут ездить в любой город, куда вы не поедете. Они будут ходить по бабушкам, по колдуньям, по ведьмам. Посмотрите, нет ли на моем сыне чего-нибудь, не делает ли она чего-нибудь. Позвонить: сынок, ты глаза открой, ты послушай меня. Я твоя мать, я тебе плохого не пожелаю. Она гуляет от тебя. Вот мне там эти сказали, те сказали. Вот ты сделала анализы, ты уверен, что это твои дети. Она будет все время теребить, трогать до того момента, пока просто до смертоубийства не дойдет.
Он должен развестись, прийти жить с ней. Теперь каждый божий день. Ты когда пойдешь работать? Это что за работа? Это что за деньги? Разве это деньги? Любая женщина, которая, например, влюбится в ее сына, будет не тот. То есть не та. А точнее, вначале может и понравиться, она будет улыбаться, как бы принимать, но через некоторое время она будет поедом съедать ее, просто уничтожать до того момента, пока он еще раз не разведется. Будет говорить все время: ты неудачник. Вот, смотрю, женщины родили себе сыновей, они выросли, вот это помогает матери, ты такой да сякой, ты... Полное уничтожение, полное неуважение к своему ребенку в любом возрасте. Таких матерей вы можете видеть на улице, когда ребенок идет, там ля-ля-ля, прыгнул куда-то, гаденыш, тварь, скотина. Вот она ее там теребит, таскает. Я эту куртку покупала, сука, последние деньги отдала. Смотри, что ты во что превращаешь. Не смотри туда, сиди ровно. Что за ребенок? Мне прямо стыдно. У людей как дети. А это что за тварь такая растет? И так далее. И пошло. И всю жизнь она будет питаться своими детьми. Она будет выглядеть моложе своих детей. Смотрите на таких бабушек. Вот сын там 3-4 раза женился, развелся, теперь с ней живет. Ему там 50 лет, он выглядит как 70-летний дед. Она шустрая, радостная, краснощекая женщина. Один раз поедет проверить там дочку с зятем, даст им жару, значит, разгону, там, выскажет все, что думает о них, проклянет несколько раз, вернется. Сын жениться категорически никто ей не нравится. Все такие, все шалавы, шлюхи, проститутки, все хотят нашу квартиру, все хотят нашу прописку. Значит, ни в какую. Такие женщины друг за другом хоронят своих детей, через некоторое время они умирают. Вот закончилась вот их подпитка, да, они уходят. Они питаются не соседями, не друзьями, не подружками. Они могут быть очень замечательные женщины, но они ужасные матери. Они не просто уже, они адские матери. Это страшное дело просто. И такие женщины, они уходят тут же, как только их последний ребенок умер. Если таких женщин оставить, если дети вот просто убегут через океан где-нибудь, поселятся, и она уже туда достать не сможет, выключат все номера телефонов, не будут с ней общаться, просто раз в месяц ей деньги отправлять по адресу и вообще с ней не разговаривать, через некоторое время вы узнаете, что она умерла. У нее подпитка закончилась. Но как только такая мать умирает, у детей начинается процветание жизни. Я не помню, как звали эту женщину, фотографа, которая снимала свою маленькую дочь в порнопозах всяких. И, скажем так, калечила ее психику. И когда эти снимки стали всеобщим достоянием, так она еще прятала самые интимные, да, ее лишили материнских прав. Эту дочь забрали, воспитывала другая семья. Но когда она подождала, когда она стала уже взрослым человеком, вышла замуж, она опубликовала ее детские фотографии, абсолютно голые, раскрытые там полностью. Она опубликовала, и ее дочь пыталась покончить с собой. И она сказала, что когда мне сказали, что она умерла, я просто почувствовала великое облегчение в этой жизни. Я поняла, что больше мне никто в этой жизни боль не причинит. Потому что я все время сидела на пороховой бочке. Я не знала, что она в следующий раз выкинет, какие съемки покажет, что расскажет обо мне. Эта женщина ходила по шоу, рассказывала о том, как ее дочь любила эти позы, как они даже сидели там, разговаривали о мужчинах, когда ей было столько-то лет, ей так нравилось. Она придумывала это, зная, что это ударит по ее психике, по ее имени и по ее семье. И она наслаждалась тем, что причиняла своему ребенку боль, даже через вот такое расстояние. И вот этот
синдром черной крысы, да, это проклятие черной крысы внутри этой женщины, умерла только тогда, когда вот с ней, по-моему, Ева звали ее дочь, когда с ней начали работать психологи и начали ее учить, как с этим бороться, не реагировать. Абсолютно. Она еще года 2 это делала, ходила по шоу, рассказывала, писала в газетах, публиковала ее фотографии и прочее. И не получив оттуда ответа, она умерла. Умерла, потому что ее подпитка закончилась. Она не могла у нее вытянуть эту боль никак. Это был единственный способ от нее избавиться. Так вот, дорогие друзья, подобные матери, они очень опасны. Единственное спасение от таких женщин либо с помощью магии отсечь этого человека, закрыть и убежать, либо самим просто чемоданы схватить и уйти. Не брать трубку, не звонить. Да, это ваша мать, хотите заботиться, дайте ей денег. Все. Вы скажете, а это мать, она умрет, а иного выхода нет. Тогда умрете вы. У вас жизни не будет. У вас жизнь будет разрушаться все время. Ее черная энергия вам просто житья не даст. Так вот, дорогие друзья, африканцы называют это проклятие черной крысы, считая, что внутри человека сидит сущность, а она сидит, эта сущность. И что это с рождения проклятые женщины, которые рождают детей для того, чтобы за счет них молодиться, продлить свою молодость, свою жизнь. И этих женщин вы не узнаете никогда, пока не увидите отношение к их детям. Они очень любезные, интеллигентные, интересные, умные, разумные матери. Я помню такую женщину, наша преподавательница, Елизавета Степановна. Сейчас ее нету, она уже старая женщина, умерла, потом могу сказать об этом. Мы пошли к ней, она нас пригласила, угостила, мы с ней побеседовали. Интеллигентнейшая женщина, начитанная, очень умная женщина. Вот когда мы вышли, уже спустились вниз, она нас проводила, потому что там 5-этажки. Всего хорошего, до свидания. И вдруг кто-то из нас вспомнил, что мы там что-то забыли. Я сейчас не помню точно. По-моему, зонт. Была такая погода. Мы поднялись за этим зонтом. Хотели постучаться в дверь и услышали, как она разговаривает со своим сыном. Тварь вонючая, дегенерат, животное, зачем ты родился? Надо было удушить тебя, скотину, удушить и выкинуть в окно. Я не знаю, что он там сказал, сделал. При нас... Сынок, сыночка, принеси, пожалуйста. Сыночка, ой, спасибо, сыночка, какой ты у меня умница. Вот, я вот прямо горжусь своим сыном. Видите, какой он у меня растет. И у этого сына, он такие затравленные были глаза, он такой тихоня. Мы подумали, ну, может, он, характер такой. Он не вмешивался, ничего не говорил, просто подавал все и отошел в свою эту комнату. И вот когда мы подошли к дверям, нам стало неудобно постучаться, и мы ушли. Потому что мы поняли, что ей, конечно, будет неприятно, что мы это услышали. Это были такие мерзкие слова, такие просто жестокие, омерзительные слова по отношению к своему ребенку. И вот, когда я начала изучать эти печати, синдромы черной крысы и так далее, мне в память просто пришли все эти черные крысы, которые я за свою жизнь видела и встречала. И вот она была одна из них. Заслуженный учитель. Получала премии, получала благодарности, грамоты. Да душа компании, мы ее обожали, все студенты. Но дома она была тварью, натуральной тварью. Не просто деспот, а тварью. И очень молодо выглядела, между прочим. До последних дней она очень молодо выглядела. Ей, когда она умерла, под 70 где-то было. По-моему, сын так и не женился. Не знаю, что с ним там стало, мы не интересовались. Или он уехал куда-то, или что-то там. И она умерла, в общем. И вот в 70 лет она выглядела как 40-летняя женщина. Всегда прическа, всегда у нее под каждый костюм были отдельная бижутерия, камни, вот очень ухоженная дама. Но за счет своего ребенка, за счет его жизни, его молодости. Я надеюсь, что теперь многие
многое поняли. И поняли, как спастись. А спасение одно – уйти. Уйти, пропасть, выключить все, закрыть все, не общаться, уйти от этого человека подальше, даже если это ваш родитель. Иного выхода нет, потому что эта сущность внутри нее настолько сильная, она вас достанет где угодно. Всем удачи!